Привет, меня зовут Сергей Разумов. Добро пожаловать на мой авторский курс по русскому жестовому языку «Йога для пальцев». Вот уже на протяжении 20 лет я использую жестовый язык в качестве повседневного общения. И несколько лет я использую его профессионально. Я переводчик жестового языка, тифло-сурдопереводчик и руковожу проектом Rocketbank без границ. Я решил поделиться своими навыками для того, чтобы все люди, кому интересна эта тема, могли применять русский жестовый язык в повседневности. Я не буду обучать различным лингвистическим сложностям, я буду давать именно практические знания. Если интересно, поехали! История жестового языка начинается с конца XVIII века и неразрывно связана с именем Аббата де Лепе. Это первый французский сурдопедагог, который стал изучать жестовый язык и использовать его для обучения глухих детей. В своей работе он заметил группу глухих ребят, которые использовали естественные жесты для повседневного общения. На их основе, добавив так называемые методические жесты, он разработал первый французский жестовый язык. В принципе, с этого и начинается путь жестового языка по всему миру. Когда точно появились жесты, неизвестно. Есть некоторые источники, которые говорят, что жесты использовали испанские монахи, и по вот этим источникам данным жестам порядка 1000 лет. То есть жестовый язык сам по себе достаточно старое явление. Но вот именно систематизация началась не так давно, как я уже сказал, лет 200-300 назад. На основе методики Аббата де Лепе были разработаны и другие методики, которые применяются по всему миру. Например, у него учился известный американский сурдопедагог Голодет, который привез французский жестовый язык в Америку. И в сочетании с жестовым языком, который был развит на острове Виноградники Марты, появился американский жестовый язык. Также по этой методике начали преподавать в Петербурге русским глухим детям. И поэтому и русский жестовый язык, и американский жестовый язык, они относятся к семье французского жестового языка. Это примечательный факт, потому что жестовый язык никак не связан со звуковым языком. И, например, в Британии и в Америке используется английский звуковой язык, но жестовые языки там абсолютно разные. Американский жестовый и британский жестовый язык. На развитие русского жестового языка повлиял не только французский жестовый язык. Считается, что некоторая лексика взята с австро-венгерского и частично с немецкого жестовых языков. Как бы там ни было, сейчас мы имеем тот жестовый язык, который есть, и на нем говорят не только в России, но и на бывшем постсоветском пространстве. Понятно, что в Украине, в Беларуси и в других постсоветских странах этот язык приобрел свой национальный вариант, но это тоже русский жестовый язык. И как раз русский жестовый язык мы будем изучать в моих видео. Важно отметить, что жестовый язык и сами глухие люди составляют отдельную культуру, которая называется культурой глухих. И вот это понимание дает нам возможность посмотреть на глухих людей несколько иначе. Да, они понимают, что они люди с инвалидностью, но они не считают себя инвалидами, они считают, что они просто люди с особенностью. Важно понимать, что существует этика общения с глухим человеком. В чем она заключается? Ну, во-первых, во время разговора с глухим человеком нужно смотреть прямо на него, на его лицо, глаза. То есть, если мы отводим свой взгляд в сторону, получается, что мы перестаем слушать глухого человека. Также нам важно, чтобы глухой человек смотрел на нас для того, чтобы он видел, что мы ему говорим. Потому что канал связи в жестовых языках – это, конечно, визуальный. Когда вы хотите пообщаться с глухим человеком, нужно понимать, что вы можете использовать любые доступные средства для общения, не обязательно жестовый язык. Это может быть как листок бумаги, так и ваш смартфон, так и просто четкое артикулирование, глядя прямо на человека. Если вы настроены передать информацию глухому человеку, понять, что он вам ответит, у вас все получится. И это, конечно, здорово. Начиная изучать жестовый язык, важно понимать, что в жестовом языке, помимо, собственно, самих жестов, огромную роль играет мимика. То есть не получится сказать что-то человеку, при этом как-то хмуриться или, наоборот, очень сильно радоваться или удивляться. Это очень сильно повлияет на смысл. Поэтому на мимику тоже обращаю внимание, и также на положение тела, на позы. Потому что позы, они тоже передают некоторое значение. Это так называемые вспомогательные элементы в жестовом языке. Часто спрашивают, а что, жестовый язык разный? Да, конечно, он разный. Есть такое понятие, как национальные жестовые языки. Соответственно, для России постсоветского пространства это русский жестовый язык, есть американский жестовый язык, британский жестовый язык, японский жестовый язык и так далее. И они вообще не связаны никак со звуковыми языками. В одной стране, где используется один звуковой язык, может быть несколько жестовых языков. Например, Италия. Во всей Италии используется итальянский язык, итальянский жестовый язык.
И только в городе Триест, который долгое время был не в составе Италии, используется свой жестовый язык, который отличается от итальянского. Обратный момент, который уже упоминался, это один звуковой язык, но разные жестовые языки, например, английский и американский, британский жестовые языки. Стоит отметить, что даже на территории России нет единого жестового языка, потому что в каждой области существуют свои диалекты. Не могу сказать, что они как-то сильно различаются, но некоторые жесты, они другие. Например, очень известный пример, в Москве показывают колбаса, а в той же самой Сибири показывают колбаса. Как бы там ни было, глухие люди друг друга понимают прекрасно, но для слышащих людей важно понимать, что если вы находитесь, например, в Саратове, в Красноярске или во Владивостоке, то жесты будут отличаться. Я буду обучать вас московскому варианту русского жестового языка, который считается эталонным. Частый вопрос, который мне задают, а сколько нужно времени, чтобы выучить жестовый язык? Ну, конечно, нет точного ответа. Во-первых, все зависит от самого человека, насколько он будет в это вовлечен. Во-вторых, как и в любом другом языке, нет предела совершенства. Но чтобы вы понимали, при занятиях 2 раза в неделю вам потребуется примерно полгода для того, чтобы овладеть жестовым языком на таком уверенном базовом уровне. По поводу базы. Жестовый язык состоит не только из собственных жестов, но еще и из так называемой дактилологии. Это говорение с помощью пальцевой азбуки, с помощью дактиля. Это тоже жестовый язык, который неразрывно связан с национальным звуковым языком и служит для передачи терминов, имен собственных, понятий, для которых жесты еще не придуманы. И вот это то, что нужно знать в первую очередь, потому что на основе дактилологии, на основе пальцевой азбуки строятся очень-очень многие жесты. И сегодня мы это изучим. Когда мы говорим с помощью дактиля, положение нашей руки должно быть немножко по диагонали. Рука идет перед нами, не закрывая наш рот, но где-то у лица. Потому что во время говорения дактильной азбукой мы должны артикулировать, что же мы говорим. Артикуляция – это вспомогательный элемент, который очень-очень важен. Дактиль отражает те же самые буквы алфавита, которые есть в национальных языках. Итак, русская жестовая азбука. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И краткое, либо И краткое, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х или Х, Ц, Ч, Ш, Щ, мягкий знак, либо мягкий знак, И, твердый знак, либо твердый знак, Ю, Я. Картинку с дактильной азбукой можно будет скачать по ссылке, которая будет указана в описании. Это то, что нужно выучить обязательно. Мои практические рекомендации. Пробуйте в первую очередь выучить свое имя. С помощью дактиля имя, фамилия, отчество, улицу, на которой вы живете, компанию, в которой вы работаете. И пробуйте дактилем называть все предметы, которые вы увидите вокруг. Так вы сможете освоить дактиль быстрее и применять его уже в повседневной жизни проще. На сегодня все. В следующих темах мы изучим цифры и начнем уже изучать конкретные фразы для того, чтобы в повседневной жизни вы могли пригласить кого-то на кофе, либо поздороваться и сказать, как вас зовут. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!